Здравствуйте, уважаемые! Если вы меня сейчас слышите, это значит только одно, что вы со мной находитесь на одном канале. На канале, где вы сейчас услышите очень много ценной и полезной информации для вас. Итак, поговорим мы сегодня о ватном шарике, либо ватном тампоне. Почему вы их не используете по разным применениям? Ватные шарики прекрасно подходят для решения различных мелких проблем. Оказывается, применение их намного шире, чем все мы представляли. Разжиг. Ватные шарики отлично подходят для разжига костра. Плюс ко всему, они отлично подходят для экономии места. А также можно из ватных шариков сделать приманку для муравьев. Лето имеет несколько негативных сторон. Одна из них – муравьи. Вот вам отличный способ для решения этой проблемы. Смешайте 2 стакана горячей воды, полстакана сахара и 1,5 столовой ложки буры. Смочите тампон и поместите его в разные углы. Также ватные тампончики помогут вам сохранить краски. Обмакните ватные шарики в спирте и закройте их в банке с красками. Ненадежное закрытие. Если вы часто путешествуете и боитесь за сохранность разных субстанций, закройте в баночках также и ватные шарики. Оно поможет вам сохранить все то, что есть в этой банке. И даже лак. Если вы собираетесь в поездку и хотите при этом выглядеть на все 100, тогда не обязательно брать жидкость для снятия лака. Можно просто смочить несколько ватных тампонов этой жидкостью, взять в маленькую емкость и с собой отдых или поездку. Освежитель воздуха. Если ваше помещение нуждается в свежем запахе, возьмите ванильный экстракт, смочите в них тампоны и раскидайте по разным углам комнаты, и аромат ванили вам гарантированный по всей площине вашей комнаты. Выращивание бобов, но это уже очень интересно. Использовать ватные шарики, чтобы выращивать бобы. Это довольно-таки интересный способ. Думаю, реально стоит попробовать даже в домашних условиях. Освежите вашу комнату. Вместо того, чтобы распылять по всей комнате освежитель воздуха, после пылесоса возьмите свой любимый экстракт, смочите в нем тампоны и засуньте их в мешочек. И когда вы будете пылесосить, вот этот запах будет разбрасываться по всей комнате. Также избавьтесь от плесени. Этот трюк сохранит вашу ванную комнату в потрясающем состоянии. Все, что нужно сделать, это смочить вату в отбеливателе и прочистить углы ванной комнаты. Также интересный способ, когда вата в перчатке. Это отличный проект не только для начинающих садоводов. Все, что нужно сделать, это засунуть в пальчики по 3-4 семени, и они прорастут. Прямо в вате, прямо в вашей перчатке у вас будет мини-огород в домашних условиях. Вот такие вот разнообразные способы применения ватных тампонов. Я думаю, что вы взяли с этого ролика очень много ценной информации для вас. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и знакомым. А если вы когда-нибудь в жизни использовали ватный тампон, с вас, пожалуйста, лайк. Услышимся. Пока.